Уважаемые слушатели, всем добрый вечер. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на очередном мероприятии Мафун Академии, на нашей сегодняшней лекции. Напомню, что мы проводим онлайн-курс «Финно-угры России в 20 веке. Язык, права человека, власть». Этот онлайн-курс посвящен тому, какой отклик имели глобальные преобразования 20 века для финно-угорских самодийских народов, какое они нашли преломление и как повлияли на судьбы и нынешнее положение наших народов. Напомню, что у нашего курса есть две таких грани. Одна историческая, вторая тематическая. И в рамках первой грани мы смотрим на какие-то конкретные события, процессы преобразования 20 века и смотрим на то, как они отразились у финно-угорских народов. Во втором блоке мы смотрим на разные аспекты жизни, социальной организации финно-угорских народов через призму отдельных дисциплин, таких как демография, социолингвистика, социология, чтобы через призму этих дисциплин получить некую комплексную картину произошедшего и того, какой след вся эта история оставила и какой отпечаток на нас она несет. Наш сегодняшний докладчик Александра Терехина, социальный антрополог, специалист по образованию для коренных народов. И сегодня Александра расскажет о том, какие модели образования для коренных народов Севера использовались в 20 веке, какие используются сейчас, как вообще образование влияет на социальный статус, социально-экономическое положение коренных народов, и как государство, общество, сообщество коренных народов, в каком взаимодействии, конфликте и диалоге они находились, пытаясь подобрать некую модель, которая бы, с одной стороны, позволяла проходить через институты образования, с другой стороны, уважала как-то и признавала тот образ жизни, который ведут эти народы. И мы поговорим об этом. Тема, мне кажется, крайне важная. Она особенно важная для народов Севера, Дальнего Востока, Сибири, для тех народов, представители которых или часть населения которых ведет традиционный образ жизни, для тех народов, представители которых ведут кочевой образ жизни, о том, как можно подыскать какую-то приемлемую форму образования для детей из числа этих народов, из числа тех групп, которые ведут такой образ жизни. Я думаю, что Александра еще свое видение и свой фокус тоже сама пояснит. Спасибо всем большое, и тогда я передаю слово Александре. Большое спасибо за представление. Всех приветствую. Рада, что вы подключились сегодня в этот вечер. Я добавлю еще пару слов о себе, что да, я социальный антрополог, этнолог и специализируюсь на культуре народов Севера. Основной регион моих исследований – это Ямало-Ненецкий автономный округ, и, собственно, сейчас я выхожу в этот эфир из города Лабытнанги на полярном круге с Ямала. Но помимо Ямала, также опыт полевой работы был связан с Таймыром, и Венки, Якутией, Амурской области, Сахалином, Камчаткой. И, как правило, это все было связано как раз с вопросами образования. И на Ямале я работаю в основном с кочевым населением, преимущественно с ненцами, поэтому, возможно, будет некоторый такой перекос в эту тему во время моей сегодняшней лекции, но, тем не менее, попробую охватить более широко. Сегодня мы говорим о вопросах образования, о подходах к образованию для коренных народов Севера. И, конечно, как всегда, так как это очень разные этнические группы, относящиеся к этой категории, то некоторое обобщение делать бывает довольно сложно, но мы, тем не менее, попробуем сегодня это сделать. И я прошу прощения, если я вначале какие-то, может быть, очевидные вещи для вас скажу, но тем не менее. Мы говорим о коренных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, определенный статус, зафиксированный в российском законодательстве. И здесь на этой карте, довольно обобщенной, вы можете видеть географию расселения коренных народов. Сокращенно также мы можем часто видеть использование понятия КМНС или просто народы Севера, или коренные народы Севера. И в данном случае северность и север становится здесь ключевым, хотя если мы посмотрим на географию, конечно,
конечно, довольно сложно говорить только о севере. Важно очень представлять себе карту. К этой категории относится список из 41 этнической группы. И здесь же на слайде вы можете видеть формулировки из законодательства, которые определяют как раз эту группу. То есть это народы, проживающие на территории традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, численностью менее 50 тысяч человек, поэтому малочисленные, и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Конечно же, как часто бывает с формулировками, очень много к ним вопросов и про территорию предков, и самостоятельные этнические общности. Если говорить о численности, то в списке народов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, можно встретить как кериков, которые по последней переписи 23 человека, так и ненцы, наиболее многочисленные из малочисленных народов. Сейчас это 49,5, даже 49,600 по последней переписи, в которой тоже есть много вопросов. Такая численность. И когда мы задаем вопросы вот к этим формулировкам, то, например, следующая перепись через 10 лет, 50 тысяч человек, скорее всего, немцы, например, перейдут этот порог, и что же будет дальше? Да? Они перестанут быть малочисленными, потеряют этот статус, или что-то изменится в законодательстве. Или, например, осознавание этнической общностью, допустим, для ивенков, которые расселены на огромной территории, и их идентичность связана в первую очередь с региональной составляющей. В общем, вопросов много, но тем не менее есть такой статус, который связан с определенными мерами поддержки, может быть часто номинальными и условными, но тем не менее. И когда мы говорим о сохраняющей традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, то, как правило, под этим подразумевается оленеводство, тундровое и таежное, рыболовство, охота, в том числе на морского зверя. Как мы с вами можем понимать, особенно в антропологии, отношение к понятию традиция, оно очень осторожное и, опять же, довольно условное, поскольку никаких застывших традиций не существует, и она постоянно изменяется. И если приводить даже небольшой такой пример, связанный с оленеводством, который имеет имидж наиболее чего-то традиционного в Арктике, то, например, тундровое оленеводство ненцев сейчас немцы используют уже 30 лет снегоходы, например, для перегона стада или для дежурства в зимнее время. И это уже тоже стало частью традиции, частью культуры. И от этого оленеводство, как отрасль, не становится менее традиционной, но тем не менее вот такое новшество. Как с этим быть? Поэтому я скорее призываю к тому, что традиционность – это понятие очень изменяющееся постоянно. Итак, когда мы говорим о кочевом или полукочевом населении и смотрим историческое взаимодействие российского государства с этими этническими группами, то всегда кочевое или полукочевое население, вообще, наверное, для любого государства, это всегда головная боль и проблема, потому что контроль, управление и взаимодействие довольно сильно осложнено из-за удаленности, во-первых, а во-вторых, конечно, из-за вот этого мобильного состояния этого населения. И когда мы говорим об образовании как одной из форм такого взаимодействия, то с этим тоже, конечно, еще с царского времени возникали различные дискуссии, как бы это организовать. И сегодня в основном я буду говорить о советском времени и о современном, но пару слов тоже о царском периоде. В течение всего имперского периода, можно сказать, выделялось два основных направления в таком идеологической работе с сибирскими инородцами, как назывались представители народов Севера и Сибири в царское время. Это миссионерство и образование. Причем, как мы понимаем, образование, оно вплоть до революции напрямую зависело от миссионерской деятельности. И активная миссионерская деятельность в северных регионах пришлась на XVIII век, эпоху правления Петра Великого. Тогда же был издан указ о создании училищ, первых училищ для будущих священнослужителей, ехавших в Сибирь просвещать инородцев.
На волне масштабных реформ Александра II уже в XIX веке наблюдался всплеск интереса к обучению коренного населения, и там региональная и столичная интеллигенция выступали за создание светских школ, уже не религиозных, с обучением на родных языках, по специально подготовленным учебникам. Но эти идеи в итоге не были реализованы. Но, тем не менее, к концу XIX века на Крайнем Севере при духовных миссиях насчитывалось около 22 училищ, в которых обучались представители коренных народов. Ну, конечно же, очень-очень малая часть. Они проживали в монастырских приютах, но, как свидетельствуют источники, семьи неохотно отправляли детей и молодых людей учиться. Ну и, конечно, история дореволюционного образования демонстрирует и такие очень интересные, абсолютно несистемные примеры, которые особенно интересны мне, потому что я занималась исследованием кочевых форм образования для народов Севера. И такие примеры в царское время существовали, когда какие-то энтузиасты ехали непосредственно на стойбища к оленеводам или рыбакам или охотникам, и такие начальное образование давали в основном детям, но и также в том числе и взрослым. Есть такие примеры на Кольском полуострове и на территории нынешней Тюменской области. Это в целом довольно интересные примеры, но это скорее работа энтузиастов, чем что-то системное. Очень любят приводить пример в Якутии обычно. Это начало еще до революции, 1910 год, когда местный губернатор Крафт распорядился открыть передвижные школы для детей коренных народов, а также курсы для подготовки переводчиков и учителей на языках коренных народов. Это все такие единичные примеры, как мы будем говорить. Если мы будем обсуждать этапы советской образовательной политики, то они очень серьезно отличаются друг от друга. Сейчас поговорим об этом поподробнее. Как мы понимаем, целью молодого советского государства являлось скорейшее приобщение. Я сейчас, когда буду говорить такие специфические фразы, конечно, я цитирую различные документы или такие концептуальные статьи в журналах, посвященных как раз Северу или образованию на Севере. Поэтому пусть они не кажутся вам грубыми. Итак, скорейшее приобщение отсталых народов к цивилизационным нормам, социалистической экономике и культуре. В 1926 году была разработана образовательная программа для народов Севера, и к 1927 году известно, что насчитывалось 26 начальных школ, где обучались представители коренных народов. И 5 из них были только туземными, как они назывались, а остальные смешанные. Надо сказать, что, конечно, это школы были с проживанием по типу школ-интернатов, конечно, на начальном еще уровне, то есть с проживанием при школе. Конечно, такие школы требовали очень больших материальных затрат, и условия для учебы и жизни в 20-е годы, как мы можем читать в источниках, они, конечно, абсолютно были плачевные. Как, впрочем, и многие школы коммуны вообще по всей территории страны. И родители, известно, что родители опасались просто отдавать туда детей, поскольку это было просто даже опасно для здоровья и жизни. И например, такой пример из Сахалинской школы в селе Чаево, где дети жили в бывшей конюшне, и как это описано, в помещении залетал снег, во время метели здание заносило так, что по крыше ходили олени. Или археолог, этнограф Петри описывал обучение в Тунгусской школе. Парты, конструкции деревенского столяра, в кавычках. Они все поломанные и качаются. Дети сидят по двое, по трое на одной парной парте. Когда один ученик шевелится, другие не могут писать, так как парта качается. Для доступной работы с кочевым и полукочевым населением Крайнего Севера Комитет Севера принял решение о строительстве культурных баз, или культбаз, где и стали размещать школы. То есть культбаза – это такой был центр со школой, с советом, с медицинским пунктом. Как правило, они располагались на пересечении кочевых путей, то есть в каком-то месте или на территории, или рядом с каким-то более крупным оседлым поселением, для того, чтобы это был такой узел мобильности коренного населения. И, как об этом писали, конечная цель культбаз – образование из них политических, культурных центров малых народностей, туземных городков. Я буквально цитирую.
Эти поселения должны были хозяйственно и культурно обслуживать местное население и сделать из коренных жителей граждан советского государства. И, собственно, образование, оно должно было стать вот этим расширением сферы влияния на северных территориях. И впервые подходы к образованию в советское время получили такой системный характер. В 20-е и 30-е годы, то есть первые десятилетия советской власти, на севере можно было назвать периодом педагогического творчества и различных экспериментов. И это было абсолютно уникальное время, если, например, отдельно заниматься этими вопросами. Нужно было для начала вообще определить концепции обучения. И советские просветители, очень такие энтузиасты, очень часто это были молодые люди, они задавались множеством вопросов, на каком языке учить, чему учить, какие нужны учебники или какие-то еще дополнительные материалы. Они ехали на север. И в этот период были сформулированы несколько ключевых принципов, которые потом очень сильно поменялись. Принципы, которым должны были руководствоваться школы. Ну, например, сейчас я вам тоже приведу цитату. «Туземная школа должна давать такого рода образование, которое не оторвет от хозяйственной обстановки, не отлучит от обычной трудовой промысловой деятельности. Система обучения и воспитания должна быть строго согласована с местными обычаями, укладом экономической жизни без нарушения северных промыслов». И это, можно сказать, вообще единственный был вот такой небольшой период в истории советской, наверное, российской, когда вот эти принципы, ну, по крайней мере, манифестировались. И школа должна была иметь непосредственную связь с реальностью, то есть должна была быть максимально практична и не только давать грамотность и обучать быть советским гражданином, но и быть помощником в дальнейшем улучшении хозяйственных практик народов Севера. Ну и, конечно, в списке некоторых обязательных практик и обязательных вещей, которым должна была приучать школа, это чистота, определенное отношение к здоровью, ну и, конечно, правильные идеологические мысли. То есть одним из вообще ключевых таких подходов был промысловый уклон, как он назывался. В некоторых школах уже существовали сельскохозяйственные уклоны, где-то при школе разводили огороды, где-то кур, свиней, ну, как это было, где это было возможно, конечно, при определенных погодных условиях. Но также была идея в школах-интернатах, то есть вот этих школах на культбазах, обучать и традиционным промыслам, оленеводству, рыболовству и охоте. Звучит немного странно, поскольку, получается, это внешние учителя, приехавшие, должны были учить детей из семей коренных народов оленеводству и рыболовству, то есть тому, что дети знают с самого детства. И срок начального образования в то время, в отличие от русских школ, увеличивался на 1 год, то есть до 4 лет обучения. Ну, вот в программу входили практически такие различные проекты: засолка рыбы, плетение сетей, надо смастерить упряжь для собак или для оленей, починить лодку и так далее. Некоторые школы даже имели небольшие оленьи стада. Лодки, сети и так далее, вот это все оборудование. Хотя надо сказать, что родители сами не всегда были этим довольны, поскольку они говорили о том, что мы своих детей сами сможем научить всему этому, вы давайте учите грамоте, чтобы потом это какую-то пользу приносить. Второй вопрос очень важный, такой концептуальный, связанный с языком преподавания. И вот в то время, в 20-е, начало 30-х, как раз декларировался принцип преподавания на языках коренного населения. На страницах журналов тех лет звучит много воззваний преподавать все уроки на языке ребенка, но при этом тут же в этих же журналах жалобы о том, что преподаватели плохо знают языки, и иногда ребенок отучился несколько лет, но так ничему не учился из-за плохой коммуникации между учителем и ребенком. И вообще, найти специалистов, владеющих языками коренных народов, конечно, оказалось очень сложно. И учителя, которые приезжали из разных уголков страны, многие с трудом, конечно, осваивали северные языки. Но реакция родителей также на языковой вопрос тоже была такой специфической
И, кстати, такую же реакцию можно встретить и сейчас, но мы поговорим об этом чуть позже, что зачем вы преподаете на родном языке, пусть для того, чтобы ребенок лучше осваивал русский, потом общался с властью, нужно преподавать на русском. А на родном языке мы и дома поговорим. Но в итоге по распоряжению Комитета Севера был открыт рабфак при Ленинградском Институте живых восточных языков, а в 1930 году Институт народов Севера при Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. Собственно, Институт народов Севера до сих пор сейчас работает и выпускает педагогические кадры. Этот период характеризуется тем, что образование еще не имело строго обязательного характера, поэтому родителей нужно было убедить отдать ребенка в школу. Велась постоянно объяснительная и агитационная работа. Зачастую родители отказывались, конечно же, отпускать детей в школы-интернаты, на культбазы, и тем более дети были задействованы в хозяйстве, родители не хотели терять помощников. Другая проблема, нарушавшая работу школ на культбазах, это, конечно, ненормированный учебный год, потому что кочевая жизнь, перекочевки, конечно, и хозяйственная деятельность, конечно, не соотносилась с учебным годом. Ну, это, собственно, происходит и сейчас зачастую. Еще одно направление, которое начинается вот как раз там, можно сказать, с 1919 года, после принятия декрета о ликвидации безграмотности, это появление красных чумов. Вот здесь вы на фотографии можете видеть, может быть, мелко, но в верхнем углу фотографию из музея в Дудинке, где как раз такая некоторая реконструкция красного чума, на самом деле красного балка или красный нартяной чум, как это называлось, с красным флагом. Красный чум – название, ставшее таким собирательным и обобщающим. В зависимости от региона и этнической группы это могла быть красная яранга, красная юрта, вот красный балок, даже красные лодки, путешествующие по рекам. Рабочая бригада красного чума состояла из врача, или там фельдшера-акушера, учителя, ветеринара, киномеханика, который должен был показывать агитационные фильмы, политработника. Последние там роли, какие-то роли мог совмещать один и тот же человек. И бригада кочевала с одной группой семей, например, несколько месяцев, или там переходили от одной группы к другой. Также были известны стационарные красные чумы, то есть где-то вблизи от более стационарного населения, например, рыбаков. Также туда приглашались переводчики из региональной среды, потому что, естественно, была проблема с языковым барьером. Ну и если говорить о таком красном чуме, то его задача была в основном работать со взрослым населением, то есть это ликвидация безграмотности для взрослого населения, но также работали, конечно, и с детьми. И если мы говорим об учителе, то перед учителем стояло несколько важных задач. Вот проводить ликбез среди взрослого населения, то есть научить писать, читать, считать, заниматься с детьми школьного возраста, в тех случаях, когда родители не хотят или не могут отдать в школу-интернат на культбазе. Ну, а также просто убеждать родителей отдавать детей в школы-интернаты, если родители сопротивляются, приобщать детей и взрослых к базовым навыкам европейской гигиены, скажем так. Ну и известно очень много, конечно, описаний работы учителей, что взрослые дети не сразу могли начать обучение, долго присматривались к учителю и так далее. Это мы можем видеть тоже по дневникам. Вместе с красными чумами появляются кочевые школы. То есть сейчас многие из вас, наверное, слышали о кочевых школах современных, которые как раз позиционируются как возрождение вот тех школ начала 30-х годов. Появление сети кочевых школ было обусловлено введением в 1930 году всеобщего обязательного 4-летнего начального образования, но при этом сохранялось добровольный выбор родителей отправлять детей в школу-интернат или нет. И эти школы были необходимы не только для того, чтобы дать образование где-то в удаленных кочевьях, но просто убедить родителей, например, после
через год или через 2 работы такой кочевой школы отправить уже в стационарную школу на Кульбазе. Базанов и Казанский выделили 3 типа школ, работавших на местах кочевий. Это школа-передвижка, стационарная кочевая школа и, собственно, кочевая школа. Ну, если говорить про примеры, такие передвижками называли школы, расположенные в местах проживания полукочевого населения, и, соответственно, имевшие также полукочевой график работы. То есть, например, вот самские школы Кольского полуострова на таких полустационарных стойбищах, которые меняли места, ну, там, буквально всего несколько, ну, там, 3 раза в год. Некочующие кочевые школы чаще всего работали в летнее время, ну и, соответственно, они назывались кочевыми не по характеру передвижений, а в честь самого факта работы на стойбищах. Школы третьего типа реально кочевали, и в зависимости от региона также располагались то в чумах, то в ярангах, то в палатках. Ну, например, такая есть интересная история таймырской кочевой школы и учителя Ивашкина, который закончил педтехникум и вот отправился на север, ему очень хотелось далеко, значит, в Арктику. И он, соответственно, жил и работал, то есть преподавал в небольшом балке, как вот здесь на фотографии в музее можно видеть. То есть, как описывает он сам, чум, где живет учитель, это же и школа. Около боковой стены нары, свежевыструганный стол, скамейка, табуретка и печурка. На стене портреты Ленина, Сталина и карта. И в отличие от царского периода, советская администрация встраивала кочевые школы вот в эту общую программу образовательной политики. То есть это был уже, наконец-то, более системный взгляд на образование для этих регионов. Кочевые формы обучения позиционировались как дополнительные, конечно, к стационарным, то есть не как альтернатива полная. Ну, то есть она была альтернативой только когда стационарная школа просто не существовала в том конкретном месте. Ну и, соответственно, вот целью было как раз охватить побольше образованием детей, а также уговорить родителей отправить в школу. Но в 1938 году началась ликвидация кочевых школ в связи их несоответствием с новыми стандартами, и если кочевая школа на минимальном уровне там справлялась с программой, с обеспечением общей грамотности, то после введения обязательно 7-летнего обучения просто уже, ну, скажем так, она становилась уже неприемлемой формой, и для вот такого всеобуча осталась только школа-интернат. И надо сказать, что, ну, если мы посмотрим вот на следующий период, да, я в основном говорила о первых десятилетиях, и если мы посмотрим дальше, да, то с середины 30-х как раз уже более четкая система складывается этих кульбаз, пишутся программы для народов Севера, но уже идет уход от вот этого промыслового уклона, далее, ну, уже к концу 30-х и далее отказываются от идеи преподавания на родных языках, и школьная программа по всей стране унифицируется с преподаванием на русском языке. И вот следующий период, 50-е до середины 80-х, у меня вот тут на слайде написано на основе периодизации Елены Владимировны Лярской, тоже социальный антрополог, моя коллега, которая защитила диссертацию как раз о школах-интернатах на примере Ямала, и очень подробно как раз характеризует эти разные периоды. И можно сказать, что вот с конца 50-х до середины 80-х это вроде бы такой большой период, его можно разделить на 2 части, то есть более строгий режим до середины 70-х, в течение которого сложился вот такой образ классической школы-интерната с целенаправленной ассимиляцией детей и, ну, некоторое последующее смягчение, которое потом продолжилось уже в период перестройки. Школы-интернаты в советский период считались универсальной формой обучения для детей коренных народов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. И, собственно, до 70-х годов очень часто и стационарное население, то есть проживающее стационарно в поселках, также было вынуждено отдавать детей на проживание в интернат. То есть родители могли жить тут же в этом поселке, но детей все равно отдавали на проживание в интернат для более правильного воспитания, для исключения их из, ну, как это считалось, часто неблагоприятной среды.
Также вот планомерная советская политика перевода на оседлость кочевого и полукочевого населения привела к тому, что в большинстве регионов Севера и Сибири женщины вместе с детьми переселялись в поселки, в поселках строилось жилье для семей, а мужчины в это время продолжали работать таким вахтовым методом в тундре или в тайге, как охотники-заготовители или как оленеводы. Это, конечно, очень сильно в будущем, на мой взгляд, сказалось в целом на развитии вот этих традиционных отраслей уже после распада Союза. Как я уже говорила, во многих случаях дети проживали в интернате, но или далее они просто уже стали учиться из дома. Но переход на оседлость, и вообще, когда мы говорим о коренных народах Севера, то надо понимать, что каждый регион имеет свои уникальные отличительные черты и свою историю развития, специфику. Это очень часто это были абсолютно персональные истории, например, представителей власти и как осуществлялась эта политика. И также вот программа перевода на оседлость не проходила единообразно во всех регионах. Ну, так, например, конечно, я скажу про регион, который мне более всего известен. На Ямале сохранилось семейное кочевание, то есть семьи вот в этот советский период не были разделены, так как я описала выше, на вот эту мужскую и женскую часть семьи вместе с детьми. Нет, сохранилось семейное кочевание, когда все поколения семьи кочуют вместе в тундре, занимаются оленеводством или рыболовством. И, на мой взгляд, это стало одной из причин последующего сохранения оленеводства вот до сих пор. И, собственно, причиной, почему, возможно, на Ямале, одно из самых крупных, Ямал – один из самых крупных центров оленеводства вообще в мире. С 50-х годов также происходило укрупнение школ за счет закрытия малокомплектных учебных заведений, то есть в небольших поселках, маленьких школ. Всего там это могло быть несколько десятков, может быть, вообще пара десятков человек. И очень часто проживавшим оседло в этих поселках детям приходилось, например, уезжать вот из этих удаленных небольших поселков в более крупные поселки или в города, опять же, селиться в школу-интернат для получения образования. Если говорить об этом периоде, вот этих классических школ-интернат, то мы часто, конечно, читая литературу или если речь об этнографах, антропологах, которые изучают эти вопросы, общаясь с информантами по возрасту, как раз учившиеся в 60-е, 70-е годы, то очень часто мы можем услышать травмирующий опыт, который связан, конечно, и с расставанием с семьей, и нежеланием, например, идти учиться. И люди часто вспоминают, как в школах запрещали говорить на родных языках, или они чувствовали, в них взращивали чувство стыда за то, что они относятся вот к определенной культуре или говорят на родном языке. Эти нарративы, к ним можно относиться по-разному, и очень хорошо, часто человек с разной стороны говорит о своих воспоминаниях, то есть очень часто какие-то личные истории взаимодействия с конкретными учителями, которые хорошо относились к ребенку или которые многому научили, были, не знаю, как относились как родители и так далее. То есть вот такие воспоминания, они соседствуют, например, с какими-то общими системными вещами, вот связанными с тем, что нельзя было говорить на родном языке. Хотя это, конечно, каждый раз, наверное, стоит уходить от таких совсем глобальных обобщений, но, тем не менее, это очень мощная тенденция, и, конечно, многие люди связывают современное состояние, и это оправдано, состояние языков на севере с вот этой такой, некоторой губительной системой школьного образования. Если мы говорим о
современном периоде, который, по некоторым тенденциям мы начнем с перестройки, хотя, конечно, бум определенных новшеств и идей приходится на 90-е годы, начало 2000-х, но тем не менее. После распада СССР в регионах Севера и Сибири, как и по всей стране, естественно, началось переосмысление образовательных концепций с учетом интересов на местах. И такая происходит децентрализация управления в сфере образования, и региональные власти, общественные организации коренных народов инициируют введение преподавания родных языков, предметов с этнокультурным уклоном. В 90-м году прошел съезд народов Севера, на котором, среди прочих вопросов, обсуждались вопросы образовательной политики, которая должна быть направлена на поддержание, сохранение или воссоздание традиционной культуры коренного населения, поскольку всеми ощущалась вот эта утрата некоторой цепочки, начиная от традиционного хозяйства, в первую очередь оленеводства, до родного языка. Постсоветские изменения сопровождались свободными дебатами об этом, которые можно встретить на страницах как раз региональных журналов. Это очень интересно читать, как, там один деятель, представитель национальной интеллигенции высказывает свои мысли, а в следующем номере ему отвечает другой. С одной стороны, вот эти все новшества и идеи обсуждаются, вводится преподавание на родных языках, появляются этнокультурные компоненты, связанные как раз с какими-то проявлениями традиционной культуры, об этом я еще позже скажу, но тем не менее все равно для кочевого населения школа-интернат остается основной формой обучения и единственной, которую может предоставить полное образование для детей из кочевых семей. Но тем не менее очень много школ в поселках не имели интернатов, но в них уже училось оседлое коренное население. При этом, надо сказать, прежде чем говорить о современных еще школах-интернатах и различных особенностях, надо сказать, что вот эта тенденция, как мы все с вами понимаем, 90-х годов, начало 2000-х, конечно, эта волна свободных дебатов и децентрализации, она перешла в другую фазу, и с общим политическим курсом на усиление центральной власти 2000-х годов постепенно полученные свободы, конечно, ограничивались. В 2007 году был отменен так называемый обязательный национально-региональный компонент в школьной программе. Раньше он был обязательный, а сейчас с того момента оставался на усмотрение каждой школы. А в 2018, как вы знаете, введен добровольный выбор изучения родного языка, что пошатнуло и так нелегкое положение родных языков в разных регионах. И сейчас можно выделить несколько ключевых современных концепций системы образования в регионах проживания коренных народов. Помимо, понятно, уровня знаний по предметам из федеральной программы, всегда позиционируется воспитание, помимо патриотического, воспитание, которое должно сформировать у ребенка региональную идентичность, то есть и этническую, и региональную, правильную идентичность. И региональная идентичность обуславливается общими краеведческими знаниями. И вообще надо сказать, что этническая идентичность на Севере в первую очередь характеризуется дискурсом о сохранении традиционной культуры коренных народов. Опять мы возвращаемся к традиционности. И идеологи системы образования напрямую связывают сохранение культуры с сохранением и воспроизводством, конечно, традиционных видов хозяйства, которые я перечисляла. И оленеводство, конечно, в этом списке играет особую роль, поскольку, может показаться, его считают как раз наиболее традиционным среди прочего. Имидж у оленеводства вот такой наиболее традиционный. Конечно, наверное, такой взгляд обусловлен вот таким специфическим образом жизни оленеводов, длительным нахождением вне благ цивилизации, как об этом часто говорят, в тундре или в тайге. И есть такой некоторый образ, конечно, экзотичный в этом складывается. А также оленеводство в регионах Севера и Сибири называют этносохраняющей отраслью, и часто об этом есть много исследований у моих коллег. Часто вот это вот очень такая неразрывная получается цепочка между сохранением традиционного образа жизни, оленеводства и, например, родного языка. И только в такой смычке родной язык, например, может сохраняться.
Ну, об ошибочности этих выводов написано довольно много работ. Также в риторике национальной интеллигенции доминирует принцип вот такого возвращения к корням. Ну, вот доминировал и в какой-то степени доминирует во многих регионах через возрождение идей кочевых школ, вот тех первых десятилетий советской власти, ну и, конечно, через этнокультурное образование. Школы-интернаты сами по себе в целом в конце 20 века, конечно, подверглись очень острой критике за вот этот травмирующий опыт резкого погружения в незнакомую среду, за многолетнюю русификацию, ассимиляцию, потери связи с традиционной культурой и хозяйством. С другой стороны, вот все равно, как форма, они сохранились, но появились различные интересные нововведения. Современная интернатская система, я думаю, что многие, конечно, представляют, но перечислю, имеет полное государственное обеспечение, и школа-интернат, ну, здесь на фотографии даже еще это такой, может быть, простой вариант, но школа-интернат во многих поселках сибирских, это вообще лучшее здание, самое новое и очень хорошо выглядящее в поселке. То есть, конечно, очень сильно ситуация зависит от региона, потому что, понятное дело, есть богатые нефтегазовые регионы, такие как Ямал или как Ханты-Мансийский округ, или связанные с другими ресурсами Якутия. И от этого, соответственно, будет зависеть вот эта вся материальная база. Но, тем не менее, в школах-интернатах очень большой упор сейчас, ну, можно судить по Ямалу, например, делается именно на техническое оснащение, очень много техники, компьютеров, различных интерактивных досок. Это, конечно, периодически, ну, скажем так, перевешивает смысловую сторону или сторону, связанную с подходами к образованию, но тем не менее. И вот здесь вы видите в нижнем углу некоторые перечисления вот таких пунктов, ну, в каком-то смысле новых для современного периода, вот связанных с образованием. Это появление школ-интернатов семейного типа, то есть резкая смена культурной среды, отрыв от родителей. Конечно, важная проблема, которая обсуждались в 90-е годы, проблема адаптации в школе. Но школы-интернаты семейного типа предполагают проживание родственников, ну, то есть, например, сестер или братьев из одной семьи, или двоюродных братьев и сестер в одном пространстве с общей кухней, например, с общими какими-то комнатами для того, чтобы делать уроки. И вот эти дети заботятся друг о друге, и сами школьники говорят о том, что, конечно, им очень комфортно учиться вот и жить в такой среде, и они больше чувствуют себя дома, больше чувствуют какой-то, ну, скажем так, более комфортно чувствуют по сравнению, например, с ситуацией, если бы они жили только со своими сверстниками. Ну, например, в крупных школах-интернатах, такая как школа на Ямале, Иерусалимская школа-интернат, самый крупный, 1500 школьников, которые учатся, конечно, с точки зрения материального обеспечения не может себе позволить вот это семейное проживание, но в регионах стараются организовать вот эти семейные интернаты. Также это появление то есть есть две тенденции. Одна тенденция – это сокращение малокомплектных школ, такая оптимизация, как во многих сферах медицинской в том числе. И поэтому многим школьникам, например, если раньше они могли ходить в малокомплектную школу, также приходится, как и в советское время, ездить в крупные поселки и жить в школе-интернате. И другая тенденция все-таки в появлении новых малокомплектных школ в маленьких поселках, где дети могут хотя бы начальную школу проучиться, вот этот самый такой сложный, по словам родителей, период адаптации, и уже после ехать, например, для обучения в средних и старших классах уже в какой-то другой поселок и более крупную школу. Ну, конечно, это этнокультурный компонент и преподавание родного языка, я об этом позже скажу, и ключевые школы. Вот если характеризовать такие, ну, некоторые новые пункты для современного периода. Об этнокультурном компоненте и о его различных проявлениях в разных регионах можно говорить очень много, но я, наверное, там довольно кратко об этом скажу. Поскольку школа-интернаты, вот эта советская система школ-интернатов подверглась критике, вот национальная интеллигенция, идеологи образования предлагали такие вот
два пути исправления этой проблемы, этой ситуации, через введение альтернативных форм, таких как кочевая школа, и вот этнокультурный компонент в образовании. Или, как он назывался до 2007 года, национально-региональный компонент. Под этим компонентом понималась некоторая часть образовательного процесса, которая отражает национальное и региональное своеобразие культуры. И к этому, как правило, относилось краеведение, декоративно-прикладное искусство, национальные виды спорта, или, как это называется в регионах, Северное Многоборье, и уже такая дополнительная деятельность, часто различные этноансамбли. Вообще понятие этнокультурного образования начинает использоваться в России тоже с 90-х годов, и в законе об образовании еще образца 2012 года среди основных принципов государственной политики называется «Защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях многонационального государства». Но надо сказать, что в реализации этого этнокультурного компонента очень виден такой примордиальный взгляд на культуру коренных народов. И некоторые стереотипы о правильной культуре в образовании. Потому что этническая культура воспринимается методистами часто как раз как устойчивый объект с определенным набором элементов, которые им нужно преподносить детям. И они должны быть включены в образовательную программу. И, как правило, происходит такая фольклоризация культуры, поскольку этими элементами становится изучение фольклорных сюжетов, песен, танцев, орнаментов, инсценировка праздников, проведение каких-то обрядов. В общем, это такие некоторые внешние проявления, которые зачастую, допустим, в обычной жизни, повседневной, в тундре или в тайге даже никогда не встретишь. Например, предметы блока краеведения, как правило, являются обязательными в расписании сейчас в школе. Здесь происходит некоторое знакомство с жилищем, одеждой, пищей, какими-то детскими произведениями национальных писателей. И эти уроки носят такие говорящие названия, как уроки предков, например, на Таймыре, наследие, венки, культура народов Ямала на Ямале. В средних и старших классах также в этот курс может входить региональная география и история, и также литература национальных писателей и региона в целом. Скажем так, декоративно-прикладное искусство, вы видите такие небольшие примеры на фотографиях, как правило, оно выражается в таких довольно музейных и абсолютно декоративных практиках на уроках труда или на отдельных кружках. Для девочек наиболее распространенное занятие плетение из бисера, национальных узоров, для мальчиков работа по дереву или коже. И самые популярные сюжеты таких изделий, конечно, чумы, олени. Они часто выставляются на различных конкурсах или в школьных музеях, кабинетах труда. И, как правило, конечно, это они никогда не являются предметами, которые действительно используются в быту. У них абсолютно декоративное применение. То есть они только отображают некоторые стереотипные этнические мотивы, задаваемые преподавателями. Соответственно, и на уроках физкультуры, специальных секциях изучаются национальные виды спорта, Северное Многоборье, это борьба на поясах, прыжки через нарты, перетягивание палки, метание топора и арканы, стрельба из лука. Это такой набор спортивных дисциплин, он универсален для любого региона и когда-то был введен по всему северу Сибири и Дальнего Востока на основе соревнований народов Сибири вообще. Также в 2000-е годы, если посмотреть, поискать различные программы, то были попытки введения и различных практических предметов практической направленности, например, основа оленеводства на Ямале. Такие встречались учебники, или традиционного шитья, где уже шились не декоративные какие-то сувениры, а, например, какие-то части одежды. Но, что интересно, основа оленеводства в основном имеет, естественно, теоретический характер, и как это было в начале советской власти, зачастую складывается ситуация, когда детей из семей оленеводов, опять же, учат оленеводству по книгам люди, живущие в поселках. Как я уже говорила, когда
идеологи, национальная интеллигенция обсуждали, а как же выходить из вот этой ситуации потери культуры, потери родного языка, то одно из решений было в альтернативе школам-интернатам, то есть кочевым школам. И сейчас на этом слайде вы можете увидеть некоторые определения кочевых школ. Первое, самое верхнее, из диссертации Егорова, якутского национального деятеля и педагога, и из законодательных документов и концепций и Национальной школы Республики Саха-Якутия. И в самом низу определение, которое обычно использую я, поскольку кочевая школа – это, скажем так, очень интересное явление и очень непонятное с первого взгляда. Но сейчас мы будем с вами разбираться. Итак, когда современные просветители, то есть просветители 90-х годов, пришли к идее возрождения кочевых школ, обращаясь к опыту школ передвижек или вот тех кочевых школ красных чумов 30-х годов, первые кочевые школы на постсоветском пространстве появились как раз в Республике Саха-Якутия и в Амурской области. Это было как раз начало 90-х годов. Вообще, кочевое образование так или иначе реализовывалось. Сейчас я вот сюда перейду на этот слайд, чтобы вы могли посмотреть. Здесь такая карта кочевых школ, то есть тех образовательных учреждений, которые имеют статус кочевая школа. Сейчас дальше мы с этим разберемся. Значит, эти точками показаны, где вообще, в каких регионах кочевые школы существовали или существуют. Потому что это такая форма образования, за которой надо успевать собирать информацию, поскольку школы открываются, появляются, работают несколько лет, потом закрываются, поэтому информация требует постоянно сравнивать, и она должна постоянно обновляться. Но вот, условно говоря, на тот момент, когда я собирала эту информацию для своей диссертации, то я насчитала 35 действующих кочевых школ, и вот около 600 воспитанников, представьте, то есть это очень-очень небольшое количество в целом, да, если взять Север, Сибирь, Дальний Восток. И ниже можете посмотреть, здесь разбивка по регионам, и в лидерах оказывается Республика Саха-Якутия и Ямал-Ненецкий автономный округ. В скобочках даны значения, старые значения, то есть, там буквально недавно школ было 12, сейчас их 11, например. Или в Ханты-Мансийском автономном округе вот на тот момент закрылась школа, раньше одна работала. Или на Таймыре 4 школы работало, сейчас не работает ни одной. И я сейчас вернусь, смогли посмотреть на карту, я сейчас вернусь на предыдущий слайд. И здесь очень важно посмотреть на разные типы школ. Вообще сам термин «кочевая школа» вызывает очень много вопросов и противоречий, естественно, у читателей и слушателей, потому что в каждом регионе, в каждом месте это абсолютно какое-то уникальное явление. И здесь, конечно, необходима определенная классификация моделей по каким-то выбранным параметрам. И вот сейчас здесь вы можете видеть слева в столбике жирным выделено как раз вот эти параметры, которые помогают нам классифицировать эти школы. То есть среди кочевых школ есть кочующие, реально кочующие и стационарные. Вот. Это может, конечно же, смущать, и это смущает. Очень часто из этого возникает множество дискуссий. Вообще кочевые школы никого не оставляют равнодушными. То есть как полные противники, так и полные сторонники и романтики в этом смысле. Но, в общем, все каким-то образом относятся к этим кочевым школам. Следующая характеристика для классификации. Кочевые школы могут быть разных ступеней образования. Дошкольное образование, то есть подготовка школы или детский сад, начальное и среднее, или вообще детский лагерь, например, летний. И кочевые школы можно разделить по времени их работы. То есть либо это весь учебный год, либо это 2/4. Как правило, 2/4 работает школа реально кочующая, и это связано с определенной логистикой и погодными условиями севера. То есть в зимние месяцы, то есть в снежные четверти школа кочует вместе с семьями, и ведется преподавание на территории стойбища, а в период распутицы дети учатся в стационарной школе, интернате в поселке. То есть такая комбинированная гибридная форма. Либо вот если это детский лагерь, или если это дошкольная подготовка летняя, то это вот только определенные месяцы, как правило, это летние месяцы. Таким образом,
То есть школа может как реально кочевать, так и стоять на месте. Это может быть вовсе не школа, а дошкольное образование или детский лагерь. Вот, поэтому я предлагаю использовать такое определение. То есть это вообще учебное заведение любой образовательной ступени для мобильных групп населения, максимально приближенное к условиям их жизни или непосредственно включенные в них. То есть это учебное заведение, которое действительно как-то максимально приближено к семьям. Либо оно располагается непосредственно на стойбище, либо располагается на какой-то перевалочной базе, мимо которой мигрируют оленеводы, и, например, дети живут и учатся в этой кочевой школе, то есть они реально все равно живут не в семьях, но они ближе гораздо к родителям, чем если бы они учились в удаленном поселке в школе-интернате. То есть родители могут забрать их на выходные или приехать их проведать и так далее. Вот, например, такие школы есть в Якутии. То есть это стационарные деревянные здания, но родители кочуют рядом. То есть это может быть, когда вы слышите или говорите о кочевой школе, это может быть абсолютно разная форма. Да, и вот здесь вот как раз вы можете увидеть, что из 35 действующих кочевых школ 13 кочуют с населением, все остальные стационарные. Вот. И вообще очень многие из них как раз именно дошкольное образование представляют или дополнительное образование. И я вам приведу просто несколько примеров из своего опыта, потому что вот я как раз диссертацию свою готовила по теме кочевого образования, и мне повезло побывать в нескольких школах и даже попреподавать самой. И здесь на этом слайде вы можете видеть пример таймырский. Это летняя ненецкая кочевая школа на рыболовецкой точке, недалеко от поселка Носок, там на берегу притока Енисея. Здесь в течение нескольких лет летом организовывалась такая активность. И вот конкретно в этот год, когда моя полевая работа проходила, здесь работало, скажем так, две команды. Это были преподаватели из школы-интерната, преподаватели начальных классов из школы-интерната СКЕ поселковые, и директор, и студенты из Дудинского колледжа. И у них было две задачи. У преподавателей была задача такой подготовки к школе детей дошкольного возраста, а у студентов, скажем так, устранение пробелов в школьной программе, то есть работа со школьниками, которые живут на этой рыболовецкой точке. И, кстати, когда мы говорим о кочевых школах, очень важно понимать, почему и как открылась, то есть образовалась каждая конкретная школа. Потому что, как правило, это очень интересно вообще смотреть на причины, то есть кто был инициатором ее открытия, почему она открылась, не говоря уже о том, на какие деньги, но здесь очень важно понимать причину открытия. Вот в данном конкретном случае в школе в Носке на тот момент были закрыты помещения, то есть не было помещений для проживания дошкольников, которые обычно ходили сначала в нулевой класс, то есть проходили 1 год дошкольной подготовки, живя в интернате, а потом шли в первый. Поскольку это вот эта территория как раз западного Таймыра, где проживает ненецкое население, кочевое, которые тоже проживают семьями, и, как правило, первый родной язык их ненецкий, для этого им нужен период для адаптации, обучения русскому языку, будущему языку образования. Вот, и здесь просто закрылся этот нулевой класс, и поэтому возникла необходимость детей хотя бы немного подготовить в летнее время, поэтому приехали преподаватели. И здесь на левой верхней фотографии, собственно, показаны сами помещения, в которых проходило обучение. Это такие надувные модули, которые ставили МЧСники, и, собственно, сами сотрудники МЧС жили в течение почти 2 месяцев там же, для того, чтобы следить как раз за этими помещениями, включать генераторы и так далее. Все очень интересно с точки зрения этнографии, например, и мне было в том числе интересно, а каким образом реализуется вот это школьное пространство в тундре. Вот это пример ненецкой школы, а это тоже на Таймыре, это уже Долганская кочевая школа, детский сад. То есть здесь реализовывалась программа от детского сада до 5 класса включительно. Это, значит, школа открылась на территории Долганского стойбища. Инициаторами выступила вот долганская семья Жарковых, которые относятся и зарегистрированы в поселке Новорыбное, и там как раз тоже нет интернатских помещений, и им, детям, приходилось бы жить у родственников.
И родители этого не хотели, хотели, чтобы родители жили с ними. И когда они вообще услышали о том, что есть такая возможность и такая программа, им очень захотелось, чтобы кочевая школа пришла к ним на стойбище. А управлению образования таймырскому как раз было тоже очень важно такой проект начать и реализовать на территории Таймырского муниципального района. И здесь вы можете видеть как раз вот с точки зрения такой материальности, да, материальной культуры кочевого образования. Вот на фотографии белый балок – это жилой балок, а вот эти такие оранжевые – это утеплителем оформленные, значит, балки – это школа и балок для учительницы. И здесь вот вы можете видеть внутри школьного балка, это действительно практически такой школьный класс с доской, с, ну, конечно, складными стульями, столами, ну, даже с портретом президента на стене. Вот, то есть, ну, с некоторой реализацией определенных символов, которые для любой школы актуальны. Вот. И самое интересное здесь, наверное, история, вообще, как и везде, история учителей, потому что в проекте «Кочевая школа» в каждом регионе, на самом деле, главную роль, конечно, играет учитель, потому что от фигуры учителя зависит абсолютно все, это взаимодействие с родителями, это вообще продвижение каждого конкретного проекта, ну и, конечно, определенное мужество, чтобы там работать в условиях кочевья. Ну и здесь это молодая девушка Нелли Чарду, которая сама выросла в поселке, она долганка, но не из кочевой семьи, она даже не знала, например, родной язык. И она сначала, когда была студенткой, ездила на практику вот в предыдущую школу, которую я вам показывала, на рыболовецкой точке Химки, и, значит, преподавала для немцев. Потом, когда узнала о возможности этой школы, вызвалась стать преподавателем и приехала на стойбище к долганам. И здесь потом, когда дети этой семьи выросли, ну, то есть уже они все прошли вот эту программу, школа закрылась, они пошли дальше в следующие классы, а она, Нелли, устроилась в следующую кочевую школу, тоже ненецкую, близ поселка Тухар. Ну, и, в общем, практически во всех кочевых школах Таймыра она поработала. Вот такая очень интересная история. И сейчас я чуть-чуть более подробно остановлюсь на примере Ямал-Ненецкого автономного округа, потому что сейчас даже с точки зрения статистики большинство зарегистрированных учебных заведений, относящихся к статусу кочевая школа, как раз присутствует на Ямале. Дело в том, что после опыта Якутии Ямал, как регион, ну, довольно обеспеченный, конечно, заинтересовался практикой кочевого образования, тем более все-таки более 60% кочевого населения России вообще сосредоточено в Ямал-Ненецком автономном округе. Здесь более 18 тысяч человек ведут кочевой образ жизни по статистике. Ну и помимо этого владеют, да, крупнейшим стадом домашнего северного оленя, около 650 тысяч голов. И, конечно, такой опыт, очень звучный проект «Кочевая школа», «Кочевое образование», конечно же, очень сразу заинтересовал. И в 2011 году был дан старт этому проекту на Ямале с открытия такой стационарной кочевой школы на удаленной территории, на Полярном Урале. Это было стойбище ненецкой писательницы Анны Павловны Неркоги. И там предполагалось, что это будет начальная школа с выездными, куда будут привозить родители детей. То есть они будут жить тоже стационарно, но родители будут их также часто забирать. Но позже, когда эта история начала раскручиваться по телевидению, в различных интервью и так далее, стали поступать звонки от родителей, от кочевых родителей, действительно, которые говорили о том, что, пожалуйста, нам не нужна школа в тундре, мы против кочевых школ, поскольку, во-первых, мы привыкли к школам-интернатам, и мы знаем, что дети получат точно там стабильное, нормальное, хорошее образование, и родители связывают хорошее и достаточное образование именно с интернатской системой, они к нему привыкли, и в каком-то смысле именно эта система помогает им сохранять кочевой образ жизни тоже, потому что дети, они знают, что дети должны получить образование, то есть те времена, там, знаю, 50-х годов, когда родители прятали детей и не хотели отдавать в школу,
Они, конечно, давным-давно прошли, уже несколько поколений прошли через школы-интернаты, и родители сейчас, конечно, понимают, они это формулируют так, что мы хотим, чтобы дети наши получили образование. Мы не знаем, как дальше сложится ситуация с нашим стадом, потому что очень много различных вызовов современных, будь то климатические изменения и, например, участившиеся гололеды в тундровой зоне, которые приводят к падежам оленей, или будь то промышленное освоение и там, лишение, например, пастбищ. И родители понимают, что они не знают, как сложится история с их конкретным стадом, и пусть лучше у ребенка будет выбор либо вернуться в тундру, если он захочет, либо остаться в поселке и в городе, найти работу там, но для этого нужно получить образование. Вот это такая цепочка размышлений, в которой школа-интернат представляется стабильным источником образования. И идея о школе в тундре, школе в чуме для них кажется очень совершенно неприемлемой, поскольку, ну, скажем так, для родителей представление о том, что на стойбищном пространстве возможно вообще какое-то обучение, оно, конечно, вызывает смех, как правило, и неудовольствие. И второй момент, что помимо того, что им кажется, что стойбище в тундре, то есть стойбище оленеводов не приспособлено под обучение, что дети просто не смогут получить хорошее образование, не найдутся хорошие учителя, дети не будут учителя слушаться, у детей не будет времени и так далее. И в таком случае, не получив хорошее образование, вот дети не смогут реализовать вот эту стратегию родителей, которую я озвучила выше. Поэтому родители запротестовали против кочевых школ на Ямале. То есть это родители из оленеводческих домохозяйств, да, ведущие кочевой образ жизни постоянно, круглый год. При этом идея о кочевом образовании не была оставлена, и она трансформировалась в другую форму, в дошкольное кочевое образование. То есть стало очевидно, что есть проблемы с подготовкой к школе детей из кочевых семей, поскольку они проживают с родителями и не ходят в детский сад, естественно, в поселке, и далее, приходя в школу, есть некоторые, как любят об этом говорить чиновники, неравный старт, когда приходит тундровой ребенок, у которого абсолютно море различных других знаний, связанных с жизнью в тундре, с ненецкой культурой, с различными нюансами наблюдения за погодой, за оленями и так далее, но не связанные с конкретной школьной программой и теми навыками, техниками тела, которые связаны с обучением. И, допустим, поселковый ребенок, неважно, кто это, тоже представитель коренного населения или каких-то других этнических групп, он приходит в школу, но уже пройдя дошкольное образование в садике, а это уже считается отдельной ступенью образования, и дальше у них получаются абсолютно разные возможности для прохождения дальнейшей программы. И надо сказать, что в тундровых районах Янао, непосредственно полуостров Ямал, тоже первым языком является родной язык для детей, поэтому скажем так, еще даже лет 20-30 назад дети приходили, например, вообще не зная ничего на русском языке. Сейчас, конечно, ситуация меняется, потому что в тундре очень много смотрят телевизор, дети играют в планшеты, телефоны, смотрят мультики, и в том числе это такой транслятор, да, будущего языка обучения. И плюс некоторые родители сами начинают говорить на русском с детьми для дальнейшего более успешного обучения в школе. Такая у них есть позиция. И поэтому на Ямале была сформулирована такая цель, связанная именно с дошкольным образованием. И такое тоже несколько фотографий из моей практики. Я как раз во время этнографической экспедиции в 2015-2016 году, в течение года на стойбище оленеводов-частников работала как раз с воспитателем кочевой группы детского сада. Я была оформлена в детском саду в поселке, в селе Ярселе, районный центр Ямальского района, и моя группа, дети, были как раз из нескольких семей. Я постоянно проживала в одном чуме с моим коллегой Александром Волковицким, тоже антропологом. И соответственно, мы вместе с хозяйкой мы вели занятия, и идея была как раз посмотреть, как это вообще работает в условиях кочеви. Это дошкольное образование. Также здесь на фотографиях другие примеры абсолютно разных кочевых детских садов, которые также реализованы на различных местах, на различных стойбищах, где-то на фактории, где-то на стойбищах оленевода, где-то на рыболовецких точках на Ямале. Какие-то из них
круглогодичные детские сады, какие-то из них работают только в летнее время. И на Ямале с 2017 года проходит такая акция «Готовимся к школе», которая вот в летнее время запускает несколько таких площадок. Конечно, все равно это такой некоторый минимум для детей, но, тем не менее, это определенная, хоть какая-то очень небольшая база для будущего поступления в школу. Еще здесь следует сказать, что до 2016 года на Ямале, как я уже рассказывала про Таймыр, работала система вот этой дошкольной подготовки, то есть предшкольного класса или нулевого класса. То есть когда дети сначала улетали из тундры в школу-интернат на вертолетах, и там в течение года они готовились к школе, осваивали за год русский язык и далее шли в первый класс. А потом в 2016 году эту систему отменили довольно резко в связи с федеральными нормами, определенными содержания детей и программ. И после бурных дискуссий об этом в каких-то потом поселках, школах-интернатах форма была возвращена, поскольку после отмены ее начались такие расставания на второй год детей, первоклассников и прочие проблемы, переходы в классы коррекции, хотя понятно, что связано это было в первую очередь с языковыми проблемами. То есть, чтобы очень подробно, не останавливаться на ямальской истории и постепенно тоже мне закруглять свой доклад, я хочу сказать, что конкретная история с кочевым образованием должна рассматриваться очень специфично для каждого региона, поскольку в каждом регионе будут свои цели такого образования. То есть если мы говорим, например, про Якутию, то там ставят цели как раз некоторого возрождения, культуры, оленеводства. И, допустим, детей, я знаю, что в некоторых случаях детей из поселков специально отправляют в школу на какую-то перевалочную базу, то есть кочевую школу, которая находится в тайге, поскольку, например, там кочуют их родственники, для того, чтобы дети погрузились вот в эту культуру, посмотрели на оленеводство, были ближе к оленеводству и там чему-то научились, и в том числе это способ, как это позиционируется, погрузиться в изучение родного языка, в родной язык. Если мы говорим про Ямал, то здесь цели абсолютно другие, поскольку, наоборот, оленеводство здесь развивается, сохранилось семейное кочевание, сохраняется родной язык в семьях, но есть другие образовательные проблемы. И вот, например, подготовка к школе и кочевая школа, на самом деле детский сад, должна решить вот эту проблему. И, конечно, тут очень много противоречий остается, поскольку, во-первых, остается название «кочевая школа», а, например, это детский сад, и до сих пор бесконечные дискуссии о том, что да нет, это совсем не нужно, потому что нам не нужна школа в тундре. В общем, тут такая проблема презентации какого-то проекта выливается вот в эти бесконечные дискуссии. И, конечно, если говорить уже о более концептуальной проблеме, то даже на Ямале, хотя здесь цели другие, все равно, например, чиновниками или журналистами всегда проговариваются цели именно сохранения культуры, сохранения языка, развития оленеводства. И поэтому это очень сильно отражается на методических вопросах, на подготовке программ и разработки программ для таких форм образования. То есть вместо того, чтобы разрабатывать различные программы для развития двуязычия, сбалансированного двуязычия, гармоничного, или для развития различных навыков, нужных для школы, конкретно с учетом специфики детей, живущих в тундре, вместо этого в программах чаще всего, наоборот, мы постоянно видим изучение обрядов таких-то, изучение фольклорных каких-то элементов и прочее. То есть, некоторые идеи и цели, и запросы, в том числе самих родителей, которые как раз согласны в основном на дошкольное образование, они не учитываются, к сожалению, пока на уровне управленческом. И, наверное, в завершении хочу сказать о том, что, безусловно, современная система образования в разных регионах Севера Сибири сталкивается с множеством различных проблем,
В каждом регионе это будут свои проблемы, и отдельный блок вообще связанный, конечно, с родными языками, о котором, понятно, можно говорить отдельно еще час. И в подавляющем большинстве школ общий подход с родными языками направлен на изучение грамматики, на как раз разыгрывание определенных традиционных каких-то сценок, обрядов, изучение песен, что, как правило, неэффективно для изучения родного языка, и при этом до сих пор не разрабатываются учебники, по крайней мере, в том объеме и в тех запросах, которые есть в регионах, для изучения родного языка уже как не родного, как для изучения родного языка с нуля. И я думаю, что на этом я сейчас закончу и лучше отвечу на ваши вопросы. Сандра, спасибо большое. Было очень интересно. Такой очень фундаментальный доклад получился. Посмотрим на вопросы и комментарии, которые к нам пришли за это время. Вот от меня был такой комментарий, что было бы интересно послушать некое сравнение советских и российских моделей и практик для коренных народов, в том числе ведущих такой традиционный образ жизни, кочевой образ жизни. Сравнение с американскими, канадскими, монгольскими, я предположил, где еще сохраняются кочевники. Возможно, еще с какими-то странами релевантными. Можем с этого вопроса начать, если вы можете какое-то сопоставление провести. Скажем так, я очень кратко об этом скажу, что, конечно, эти модели интернатского образования, особенно, конечно, различные травмирующие формы, мы можем, наверное, сравнить, например, с американским опытом, или с канадским. Скажем так, я, например, этим отдельно не занималась. Но что касается, например, таких уже историй второй половины 20 века, или современности, то, рассматривая какие-то вопросы образования, я смотрела историю, смотрела ситуации и современную, в том числе ситуацию действительно в арктических регионах зарубежных. И, конечно, сейчас это сопоставить с современной ситуацией невозможно, поскольку в зарубежном опыте уже очень давно не практикуется кочевание. То есть там проблемы определенные, связанные с языками, с программами, с этничностью, есть, есть похожие, но те специфические проблемы, связанные с образом жизни, говорить о них трудно. Но, допустим, что касается... то есть и в какой-то момент я, например, начала рассматривать опыт как раз кочевых сообществ, но абсолютно не северных. То есть, например, Монголия или различные африканские сообщества, или большой есть пласт истории, связанный с образованием кочевников в Иране и так далее. И очень много примеров в разные периоды как раз этого попытки кочевого образования, то есть организации школ или какого-то базового обучения на территории проживания сообществ. Но разница, конечно, например, в современности будет в том, что если, например, в странах Африки или в Иране речь идет о проблемах базовой грамотности, то есть вообще охвата первичным образованием людей, то, конечно, допустим, для коренных народов Севера и Сибири, России или, например, Монголии, после периода советского интернатов и многих поколений обучения, это совсем другие проблемы образовательные. Но какие-то нюансы можно сравнивать. В Монголии, кстати, там работает сеть как раз тоже кочевых детских садов в юртах. Но это было бы очень интересно, конечно, смотреть историю американских, канадских интернатов и советских. Спасибо. Может быть, мы тогда сделаем что-то такое в дальнейшем. Мне кажется, это было бы интересно. Идем дальше. Есть такой вопрос. Насколько удовлетворены текущие потребности в количестве кочевых школ? Сколько их нужно хотя бы в Янау? Смотрите, вообще, когда мы говорим о потребностях, надо всегда понимать, о чьих потребностях идет речь. Потому что, как правило, все кочевое образование инициируется сверху. То есть инициируется представителями национальной интеллигенции или представителями власти, вообще во всех регионах. И у этой инициативы есть разные причины, как я уже говорила, но часто они связаны с пиаром, в каких-то случаях, конечно, с решением конкретной практической проблемы. Если мы говорим о Ямале, то
как бы потребности от родителей практически не высказывается. То есть если спросить родителей, а вы вообще не против, например, дошкольного образования, вы согласны, что это важно? То есть в таком случае они могут порассуждать и сказать, да, мы согласны, да, конечно, вот тут мы не против. Вот школа – это мы против, а дошкольное образование, да, мы понимаем, для чего это нужно. Но, скажем так, большой инициативы и очереди заявок на открытие кочевого детского сада, конечно, в тундре нет. На мой взгляд, из-за вот такой дисперсности и раскиданности по тундре хозяйств, поскольку, например, на Ямале 90% это оленеводы-частники, они живут одним-двумя чумами, и это... как мы понимаем, да, тут далеко не всегда соберется группа детей, и не на каждое стойбище можно отправить воспитателя. Это просто довольно трудно организовать, но здесь возможно различные практики, связанные там со студентами, со студенческой практикой, и также, например, в школах-интернатах есть такие педклассы, которые готовят старшеклассников к лету, и они потом едут в свои семьи и занимаются, например, тоже с малышами, со своими братьями и сестрами. То есть такая практика тоже есть. И поэтому тут трудно ответить на вопрос, сколько нужно, потому что, ну да, в каждый чум мы не отправим. То есть, например, на полуострове Ямал, там, не знаю, 1200 семей. Ну, грубо говоря, 1200 учителей мы тут вряд ли сможем найти. Вообще это большая проблема найти кочевого учителя. Но, тем не менее, на мой взгляд, есть определенные механизмы для увеличения охвата детей, но для этого нужна определенная система и вообще системность организации. Пока это такие точечные и ситуативные вещи. А можете про учителей сказать, раз мы этого вопроса, вот, ну, вы сами упомянули об этом, кто учителя вот в системе кочевых школ, какой у них бэкграунд, сколько они лет в этой системе проводят в среднем и так далее. Ну и какие проблемы есть вот с кадрами? Я так понимаю, что, видимо, проблемы есть. Да, здесь, конечно, тоже такую какую-то статистику привести невозможно, наверное, да, и там для каждого региона, в каждой школ, да, смотреть на персону учителя. Ну, обычно это представители, конечно, коренного населения, то есть вот, например, даже здесь, на вот этих фотографиях, учителя, которые работают, часть из них это педагоги такого пенсионного возраста, которые когда-то, например, работали в школе или в детском саду, и тут им предложили стать снова воспитателем вот такого кочевого детского сада. И они согласились. Это вот тут педагоги-мужчины, например. В других случаях это, есть программы, и, например, вот в Амурской области, в Якутии и на Ямале тоже, когда кочевым воспитателем может устроиться сама чумработница, то есть хозяйка чума. Особенно если у нее есть какое-то среднее образование, такое тоже бывает, и, допустим, вот она определенное время работает. Например, на Ямале, помимо частников, есть на полуострове Ямал одно оленеводческое предприятие, бывший совхоз, где, допустим, они живут и работают бригадами по, например, 8 или 10 семей, и там, конечно, набирается довольно большая группа. И вот есть несколько бригад, в которых одна из хозяек работает воспитателем. А есть даже случаи, когда там, 2 хозяйки на стойбище работают воспитателями. Здесь в этом есть определенная проблема, поскольку никакого контроля качества, грубо говоря, в этих учебных заведениях нет, поскольку довольно много, очень много связано с кочевыми школами. Такое имеет форму, главное, отчитаться красиво и, некоторые показухи, к сожалению. Поэтому здесь момент вообще, что является эффективным, и довольно трудно просмотреть в каких-то случаях. Потому что вот как раз мне удалось в нескольких кочевых детских садах в разных районах Ямала, например, побывать, и вот эти вот разные учителя, действительно, воспитатели очень по-разному организуют процессы, и в каком-то случае, если это только игра, например, и как бы уход и присмотр, да, это первейшие цели вообще дошкольного образования, если мы возьмем советское время, да, то в других случаях это действительно подготовка к школе, постоянные занятия, что на самом деле является целью, допустим, для таких детских садов в Янау. Но что точно можно сказать, что кочевых учителей найти очень трудно, потому что, понятное дело, мало людей готовы ехать в тундру
или в тайгу, и жить, значит, в этих условиях, и главное взаимодействовать с семьей, ну и такие разные тяготы, и погодные терпеть. Но тут еще очень важно, конечно, и взаимодействие с семьей, поскольку, например, когда я работала воспитателем, ну, мы в течение года вот с коллегой жили в одной семье, как раз оленеводов частников, и я вела занятия в ЧУМе, в том же, в жилом ЧУМе, у меня не было отдельного помещения, палатки или еще чего-то. И это, конечно, постоянная необходимость подстраиваться под график, под хозяйственную деятельность семьи кочевой. Вот. И в этом может быть определенная сложность, например, у педагогов. Есть случаи, когда приезжает педагог, например, к своим родственникам, то есть у них в тундре живут родственники, и вот учительница, допустим, приезжает работать в знакомую семью, то есть, например, совсем к незнакомым людям приехать и жить, это такой проблемный тоже вопрос, момент, и не каждый родитель готов принять такого человека, и, конечно, там целый клубок различных проблем, и гендерных, может быть, и так далее. Конечно, удобнее всего ситуации, когда это какие-то есть отдельные помещения. В этом смысле там, тогда педагоги больше соглашаются. То есть проблем очень много, ну и одна из них, которую я тоже уже озвучила, это, конечно, проблемы методические, потому что большой, и сами учителя их высказывают, что большой вопрос, а как правильно, как правильно учить, чему учить. В общем, этого пока методических разработок очень не хватает. Спасибо. Так, вернемся к вопросам от участников. Такой вопрос немножко в сторону, но, может быть, вы найдете тот аспект, который вы можете прокомментировать в этом вопросе. Ввиду того, что ханты ушли к северу от своих традиционных территорий, возможно ли объединение их с ненцами в общий новый самодийско-угорский народ, в частности, посредством общих кочевых школ? Ну, трудно ответить на такой вопрос, но, по крайней мере, я так сразу на практический уровень могу перейти, поскольку вот здесь на Ямале как раз в Приуральском районе, да, то есть рядом с территорией Полярного Урала и на территории Полярного Урала такое как раз проживает смешанное население. Здесь и вот ушедшие с традиционных территорий ханты, можно сказать, да, приуральские, и ненцы приуральские, и коми-ижемцы, и очень часто они создают смешанные семьи и живут вместе на одном стойбище. Как правило, это выглядит как такое очень интересное поликультурное пространство, обычно это стойбище, то есть взрослые люди знают обычно по несколько языков и свободно могут переключаться с одного языка на другой. Вот. Но пока кочевых детских садов вот на таких стойбищах я не встречала, но вот работает одна школа у писательницы Анны Павловны Меркаги. Там, как я понимаю, все-таки ненецкое население. Поэтому такая история. Понятно. Так, следующий вопрос. Так вот он звучит. Еще с советских времен есть такая практика. Бабушка, дедушка владеют родным языком, родители понимают, но не говорят, внуки и не понимают, и не говорят. Есть ли заинтересованность современных родителей в сохранении родных языков? Или же родные языки – это неизбежная жертва на алтарь русификации? Здесь тоже очень все зависит от региона, от многочисленности или малочисленности конкретной этнической группы. Очень часто современные, к сожалению, особенно живущие в поселке родители, то есть это получается не бабушки, да, а родители, даже сами, когда знают родной язык, они не передают его детям, не общаются в семье на родном языке. И на это очень много причин, и об этом тоже много различных исследований и литературы написано. Это и проблема с престижем языка родного, это и проблема вообще существования сфер применения родного языка вот в таком городском или поселковом пространстве. И эта проблема как раз и образовательная, которую я уже называла, то есть родители думают, что пусть детям будет проще освоить русский язык, они будут лучше учиться, то есть это, конечно, такие представления, да, содержащие ошибку, и с родителями, конечно, не работают, не объясняют, почему важно, например, создавать ситуацию билингвизма и так далее, то есть
вот эта часть языковой политики, конечно, никаким образом не реализуется. Вот, поэтому, но, тем не менее, допустим, ну, вот в таких регионах с более-менее устойчивым, допустим, языком, как на Ямале, у немцев, но это в каком-то смысле, конечно, уникальная ситуация. Здесь есть родители, которые в поселке стараются все равно говорить на родном языке с детьми, ну, скажем так, просто для сохранения своей идентичности. Но у родителей, да, частый очень нарратив родителей – это вообще, кстати, такая очень интересная вещь, когда виновными становятся дети. Да, вот дети не хотят на родном языке говорить, например. Или, да, вообще вот не говорят и все. Ничего с ними не сделаешь. Хотя, ну, конечно, это, если уж говорить о родном языке, то это задача родителей в первую очередь в семье, да, организовать какую-то языковую среду. Но виновными становятся дети, да, так же, как и вот они только используют гаджеты, смотрят мультики. В общем, мы такими не были. Вот. Поэтому здесь все, конечно, зависит от популяризации родного языка в обществе и различных вот методов по созданию новых сфер языковых. Спасибо. Тогда несколько вопросов еще от меня. Я вот, наверное, это пропустил. Вот стандарты образования для кочевых школ применимы, так условно скажем, федеральные, в ГОС, вот такие вещи? Да, формально везде используются федеральные стандарты, конечно, и в детских садах, и в школах, то есть программы. То есть есть даже, например, в детских садах есть определенная базовая программа федеральная. Вот у меня такая, например, была, которую мне выдали. И дополнительно к ней уже набор там, каких-то методических курсов, дополнительных материалов, которые, например, конкретно в регионе разрабатываются. Проблема в этом вот какая, что ну, есть ГОС, а есть реальность. И начинается это даже, может быть, не с самих образовательных стандартов, а как смеются там, директора некоторые или учителя, что санэпидемстанции нет на кочевые школы. Вот, поскольку само образовательное пространство, которое строго зарегламентировано в России, естественно, под представление о каких-то стационарных условиях, конечно, в тундре или в тайге, особенно именно в кочевых условиях, не в стационарном помещении, тайге, а именно в условиях кочевья, это, конечно, абсолютно неприменимые вещи, и на них, ну, можно сказать, закрываются глаза. Также вот интересный пример, наверное, связан с таким тоже важным пунктом, да, для школьного образования, как расписание и вообще некоторый график работы. И вот приведу такой пример. Ну, то есть, вот, как я уже сказала, там, мне, например, приходилось постоянно подстраиваться и выбирать время для занятий, ну, в зависимости от каких-то хозяйственных дел. Вот, но, ну, в которых в том числе я была задействована. Но, например, вот на Таймыре, на рыболовецкой точке Химки, где вот в надувных модулях, да, занимались дети, приехали учителя, приехали, значит, люди из колледжа и созвали стойбище и объявили в расписании, что все, к 9 утра приходим, значит, начинается занятие, все, приводите своих детей. А это полярный день, когда люди до 2 часов ночи могут не спать до 3, ну, потому что просто светло все время. Ритм жизни в тундре, в Арктике меняется во время полярного дня. Например, не знаю, оленеводы, например, ночью кочуют, потому что становится прохладнее, меньше комаров и так далее. А потом днем там, до обеда спят. Вот. И, в общем, возникла такая проблема между вот этой системой. И, конечно же, график этот потом сбили, поменяли. Но здесь, конечно, требуются какие-то ну, абсолютно дополнительные нормы. И вот сейчас Якутия и Ямал, ну, в первую очередь Якутия, инициировали это обсуждение на федеральном уровне и хотят добавить в закон об образовании пункт о форме такой, как кочевое образование. Ну, пока это так как-то обсуждается, но не принято. Спасибо, это интересно. Вот такой еще вопрос. Есть ли онлайн-образование в сфере кочевого обучения? Ну, скажем так, это довольно затруднительно в большинстве мест, поскольку просто нет интернета в удаленных местах. Однако есть сейчас, я не знаю подробностей, я никогда не присутствовала на занятиях последние годы в Ханты-Мансийском округе, по крайней мере, я об этом читала в новостях, открылись вот онлайн некие
такие, ну, как сказать, онлайн-обучение, тоже такое больше дошкольное, я так понимаю, какие-то интерактивные, значит, связь со стойбищами. Не знаю, как это работает. То есть очень часто, в большинстве случаев, если вы видите в новостях какую-то такую новость, то надо проверять очень сильно, потому что в новостях это все всегда очень красиво звучит, а как на практике неизвестно. Ну и в Якутии я знаю, что вот в Алданском Улусе там вот есть две таких стационарные школы явинкийских таежных, Амма и Угут, и там был интернет, и ну, они, по крайней мере, рассказывали, что вроде как иногда занятия читают из поселковой школы, но, опять же, это очень нестабильный все равно интернет. Так что это, ну, пока, по крайней мере, с таким интернетом это проблематично. А кочевые библиотеки бывают? Вообще, хорошо, на примере с Ямалом могу сказать так. До появления различных гаджетов, телевизоров, тарелок спутниковых, телевизионных, компьютеров в тундре все читали книги. То есть, если посмотреть на фотографии в чуме, там, значит, за шестами чума, значит, были заложены книжки, там, читали люди детективы, обменивались, ну, потому что вот помимо там какого-то фольклора, там, эпических песен, это вот такие интересные сюжеты и, ну, определенное развлечение для взрослых. Сейчас, конечно, все, книги из тундры исчезли, потому что появился другой источник такого развлечения и повествования. Это телевизор или компьютер, или телефон. Вот. Поэтому библиотек, конечно, в тундре не осталось. И надо сказать, что, ну, допустим, у меня, когда я работала кочевым воспитателем, у меня была отдельная нарта с различными принадлежностями, такими школьными и детскими, и в том числе там какими-то книгами, образовательными и так далее. Но мы с хозяйкой какое-то время немножко воевали, потому что в кочевой культуре ну, при перекочевке не должно быть ничего лишнего, чтобы олень лишнего не тащил и так далее. Поэтому здесь, наверное, ну, скажем так, перспектива за различными электронными носителями, возможно, будет. Спасибо. Еще вопрос такой был. Из тех, кто обучается в поселках и городах и знакомится с благами цивилизации, большая часть вот таких людей, кто обучился, остается в населенных пунктах или возвращается в тундру? Опять, да, я все больше про примеры, которые я знаю. Если говорить про Ямал, то, ну, он там во многих вопросах такой, связанных с вот этим кочевым образом жизни, такой уникальный регион. Здесь довольно много молодежи возвращается в тундру после школьного обучения. То есть сейчас все-таки, если очень интересный момент, я о нем не сказала, большинство людей, которые учились в школе в 90-е годы, они закончили от 1 до 5 классов в среднем. Потом они бросали школу по разным причинам. Либо они ехали помогать родителям нужна была помощь с оленями, либо просто они, ну, что-то в школе пошло не так, им не понравилось, и они просились дома остаться, и им разрешали родители, потому что, ну, скажем так, понимали, что да, зачем тебе образование, останешься в тундре, мы же тоже как-то вообще живем, и все в порядке. Вот, то есть очень много. Но при этом дальше их дети все получают образование, ну, 9 классов или 11, в основном 9, многие дальше колледж. Вот. Но все равно довольно много молодежи возвращается в тундры. Хотя, конечно, большинство из детей, получивших школьное образование или дальше потом образование в колледже, они потом останутся, конечно, в поселках или в городах. Особенно девушки. Поэтому есть гендерный такой сдвиг и нехватка невест. Спасибо. Вас благодарят, желают успехов. Спасибо. Но тем не менее, ждем вопросы еще. Мгм. Пожалуйста, пишите нам вопросы, комментарии, ваши мысли. Да, Вот отдельная такой вот. вообще тема связана конечно, не со школьным, а с дальнейшим образованием, то есть уже среднеспециальным или высшим. Мгм. Вот такой вопрос. Вот, ну, там, скажем так, на Западе, да, уже более там 50 лет идет такой процесс деколонизации. Ну, не только на Западе, в принципе, в мире, но на Западе он идет, наверное, просто в сфере интеллектуальной более активно. Есть ли какие-то деколониальные, так скажем так, формы образования для коренных народов? Появились ли за это время? Вот можно ли взять какую-то модель образования и сказать, вот она деколонизирована, да, она была там колониальной, когда это был интернат, а сейчас мы там освободили интернат от стен, заменили, не знаю, белых учителей не белыми учителями, а своими,
еще там что-то изменили, и вот мы тем самым деколонизировали какую-то изначально колониальную практику. Ну или, может быть, такого нет, а я просто сочиняю. Спасибо. Да, это, понятное дело, сейчас очень важный, интересный вопрос и очень такой популярный, да. Я бы сказала так, что в 90-е годы, когда вот этот был бум обсуждения идей и децентрализация власти и каких-то, организации образования в регионах, тогда вот те процессы я бы могла назвать деколониальными, поскольку как раз, во-первых, основной вопрос, чей голос мы слышим при принятии решений, связанных с образованием. То есть кто говорит, кто высказывает вот эти потребности и запросы. Потому что, на мой взгляд, можно говорить о деколониальности только когда слышен и учитывается голос людей на местах. И здесь такой очень момент интересный, сейчас я попробую сформулировать более кратко, потому что это очень такой сложный и долгий момент. Вот, например, с 2000-х, конечно, когда вот эта вот волна свободы в образовании пошла на спад, конечно, эти тенденции, они прекратились. И здесь есть проблема такая. Вот на примере кочевых школ это очень хорошо видно. Хотя вроде, да, это маленькое явление, которое затрагивает очень, очень небольшую группу детей в целом, да, по всей Арктике, но здесь очень ярко видны такие моменты. Вот на Ямале, допустим. Проект «Кочевые школы», его очень любят на Западе, например, в западных странах, потому что он выглядит действительно деколониальным. Вот действительно уходим от интернатской системы, пусть даже на каких-то небольших отрезках образовательных, школа или детский сад приспосабливается к условиям тундры, приходит в семью и так далее. Это выглядит действительно очень деколониально. Но здесь опять далеко не всегда учитывается запрос самих людей. То есть учитывается запрос на экзотизацию коренного населения, экзотизацию образования. То есть кочевая школа стала таким экзотическим феноменом. Да, смотрите, мы вот тут сохраняем культуру, мы сохраняем язык, вот в таких формах, вот мы песни учим, вот у нас олени рядом и так далее. Но это вовсе не то, что нужно самим людям. То есть, грубо говоря, очень часто даже представители национальной интеллигенции, которые когда-то тоже вышли там из тундровой или таежной среды, и которые представляют, и которые претендуют на презентацию всей этнической группы, как часто это бывает, перед сообществом любым, заграничным, российским властями или сами являются представителями властей, они реализуют реально все как бы такой неоколониальный дискурс в этом смысле. То есть они опять не смотрят на запросы людей, как, например, вот немцы говорят, да мы хотим, чтобы наши дети получили хорошее образование. То есть нам нужны подходы, которые сделают так, чтобы наши дети получили хорошее образование. А мы уж это вот то, чего мы хотим. А мы уж сами там в семье своей в тундре разберемся, там, научим оленеводству и так далее. А получается, что сверху идет, наоборот, другой посыл. Нет, мы же должны культуру сохранять. Такие вот есть нюансы. Боюсь, что да, такой формы. Да, это интересно очень. Это такой, наверное, фундаментальный, в принципе, конфликт в отношении некой сохранения аутентичности и при этом наделения какими-то современными ресурсами, современным инструментарием и так далее. Да, спасибо. Такой есть вопрос от одного нашего слушателя. На ваш взгляд, есть ли возможность сделать языки так называемых КМНС языками высшего образования? Мне кажется, надо начинать разговор вообще о языках школьного хотя бы образования, не высшего, потому что сейчас преподавание на языках коренных народов – это пока только мечта. То есть, понятно, если мы говорим там о более крупных северных народах, например, о якутском языке, то есть школы с преподаванием якутского, но такие единичные, как я понимаю. Но если мы говорим о других языках, то, конечно, нет, и это большая проблема. И вот когда, например, я говорила о вот этой проблеме подготовки к школе и этих нулевых классах, то, конечно, мне видится логичным, если бы все-таки преподавание начиналось для детей там, из кочевых семей с родным языком, начиналось с преподавания на родном языке. И тогда очень многие проблемы не возникали бы или были сняты с постепенным там, переходом, с развитием билингвального потом образования и так далее.
Но у нас очень с некоторой опаской и осторожностью относятся чиновники от образования относятся к преподаванию на родных языках, к сожалению. Вот, поэтому, мне кажется, если уж говорить о таких вещах, то надо говорить сначала о языке школьного образования, потом уже о языке высшего. А что сейчас препятствует тому, чтобы вот в кочевой школе вести занятия, ну, на языке коренных народов того или иного местного населения? Это законодательно как-то ограничено или это просто практика сложившаяся, там какое-то удобство, прагматизм? Ну, когда я сейчас отвечала на вопрос, я имела в виду, конечно, школы-интернаты, то есть основной, ну, или не школы-интернаты, там какие-то малокомплектные школы в поселках, то есть основную часть учеников, учащихся. В кочевых школах все зависит от конкретной школы, ну, в детских садах многих, которые я видела, конечно, преподавание велось на родном языке. Я сама преподавала общалась с детьми на ненецком, потому что они, конечно, не говорили на русском. Но если, например, взять школьное обучение, то вот и в школе, в некоторых школах, ну, там, школа Анны Павловны Неркоги, например, вот на Ямале единственная, которая кочевая школа, как школа есть, там тоже, я так понимаю, для совсем маленьких занятий, ну, то есть для первых классов занятий ведется на родном языке. Вот, если говорить про другие регионы, то проблема в том, что, да, там дети просто не знают родного языка, и поэтому преподается на русском. Ну, на мой взгляд, в тех регионах, где дети говорят на родном языке, проблема в преподавании на нем, ну, только в голове учителя, с одной стороны, потому что понятно, что его все равно никто не будет контролировать. Поэтому он здесь может позволить себе некоторую свободу. Вот, и многие учителя позволяют, и это нормально. Ну и, конечно, вот в том, как там учат, например, педагогов. Тут определенное такое творческое начало все-таки у педагога, это очень важный момент, но не всегда бывает. Спасибо. А скажите, у самов кто-то, ну, самы же тоже занимаются там оленеводством, например, но они, не знаю, вот, ну, самы, которые, например, там живут в Финляндии, Швеции, Норвегии, они ведут кочевой образ жизни или нет уже? Нет, уже Уже нет. давно. Да, уже давно в Скандинавии, да, не ведут кочевой образ жизни. Это такое уже фермерское больше оленеводство. Мгм. Живут оседло, да. Но в Скандинавии различные программы связаны в большей степени с языками, во-первых, ну и в Мгм. зависимости от страны, от, понятно, там языковых гнезд и различных школ, курсов родного языка до, не знаю, там культурных различных колледжей, где как раз обучаются реальному практическому мастерству, там, не знаю, Мгм. вязалка шкур и прочее, прочее. Но да, получается, как я уже говорила, современные вопросы и проблемы в России нельзя сравнить с арктическими странами, потому что там уже не сохранилось кочевание. У нас просто был вопрос, согласны ли вы, что соединение современного инструментария и сохранение аутентичности прекрасно реализуют самы в Скандинавии и Финляндии? Ну, вот я его, перефразировав, в другом виде немножко преподнес. Я думаю, что, наверное, вашего ответа достаточно. Самое главное, что их уже нельзя сравнить, потому что они не ведут кочевой образ жизни, поэтому, ну, если другой какой-то критерий сравнения, то, наверное, ну, Ну, если мы видимо, говорим много. Да, если мы говорим про образование, то, наверное, все-таки нет. Если мы говорим там про подходы к оленеводству, ну, все-таки это очень разные сейчас системы и практики. И, опять же, но и в России тоже оленеводство очень разное, да, начиная там с того, что тундровое и таежное, но просто, допустим, сомалийский тип, который используют немцы или там северные ханты или коми, невозможно сравнить с самским, поскольку сомалийский предполагает твое постоянное нахождение со стадом, взаимодействие со стадом, когда, допустим, в Скандинавии месяцами олени находятся на свободном выгуле, выпасе. Ну, то есть это очень просто разные системы. Да, интересно, это тоже интересно. Кажется, что, ну, для непосвященных кажется, что в оленеводстве, наверное, более-менее все одинаково там. А, Там такие разные модели, да, и я вот слышал, что там и разные формы есть, и залог, и кредитование оленей, чуть ли там не оленное, не знаю, аккредитив какой-то, да, то есть когда ты там сколько-то оленей взял, сколько-то заложил, потом ты должен вернуть там. То есть такие очень интересные схемы лизинга оленей, что ли, если можно так сказать, да. Да, насколько разнообразно этот мир и насколько там, ну, мы, наверное, средние
средние финно-угры и не финно-угры, сколько мы плохо о нем знаем. Пожалуй, так. Ну что, мы ждем последний вопрос, комментарий или какую-то добрую реплику в адрес Александры. Пишут, что конфликт у Швеции с самами из-за их требования больших дотаций. Ну, не знаю. Ну, много различных, конечно, проблем в каждой Да, стране. немножко не это, да, у нас в фокусе сегодня. Да. Я Вот, про оленеводство можно, да, отдельно, и очень много. да. Ну что, хорошо, мы видим, что вопросы закончились, тогда возьмем все время подумать. Может быть, потом, если кто-то захочет что-то узнать у Александры, вы напишите нам на почту Академии, мы вас или Александре переадресуем, или если Александра разрешит, то там дадим ее имейл, вы напишите ей вопросы. Да, без проблем, конечно. Вот, спасибо большое Александре за интереснейший доклад. Я думаю, что это такое начало для нас. Может быть, мы сделаем что-то еще по и проблематике образования для коренных народов. И вообще у нас тема коренных народов, ну, севера, так скажем, да, пока очень плохо была раскрыта в рамках нашей программы. Поэтому, ну, я думаю, что мы будем этим заниматься в дальнейшем. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваш Спасибо интерес, за вашу большое. преданность, да. И я на этом заканчиваю свое вещание и прошу Александру попрощаться с нами на ненецком языке. Да, спасибо всем большое за ваши вопросы и за комментарии. Но чтобы совсем просто не было, значит, немцы могут по-разному очень попрощаться. Ну, самый простой уровень – это сказать «лакомбой», что можно перевести, ну, до скорого или там, ну, прощаемся так на пока, вот. Но в некоторых регионах немцы говорят, что нет, лакомбой не надо говорить, а то как будто мы совсем все-таки прощаемся. И правильно говорить, например, хуняны не сонт, что переводится просто до завтра. Ну и точно так же или там до следующего раза. Вот, так что хуняны не сонт. Всем большое спасибо.